Раки, приветствую вас на моем канале. Это ваш астрологический прогноз на 2026 год. В этом прогнозе я пройду с января по декабрь 2026 года и расскажу вам самые важные события каждого месяца. В комментариях я бесплатно рассчитываю асцендент. Это очень важно, потому что вы должны смотреть гороскопы правильно. Сначала по асценденту, потом уже по солнечному знаку, то есть по знаку зодиака, который вы знаете. По асценденту проигрывается 70% событий. Пишите в комментариях дату, время и место рождения точные, и я рассчитаю вам асцендент, вы будете правильно смотреть свои гороскопы. 2026 год, раки, будет для вас переломным. Начинается период, когда меняется ваш статус, направление в работе, финансовая ситуация. Очень сильно включается 10-й сектор вашего гороскопа, потому что Сатурн и Нептун меняют знак и переходят в знак Овен, в сферу, которая отвечает за карьеру, статус и большие жизненные решения. 10-й дом — это все, что связано с вашим положением в обществе. Это карьера, должность, признание, официальные документы, ВНЖ, ПМЖ, гражданство, статус в семье, брак или развод, переход на новый уровень ответственности. В 2026 году у многих из вас, раки, будут происходить очень заметные судьбоносные события. Кто-то из вас получит новую высокую должность, повышение, выйдете на более видимую позицию, станете заметнее в своей сфере. Кто-то из вас решит полностью поменять профессию, начать новую карьеру с нуля. У кого-то проявится тема оформления документов по виду на жительство, по гражданству, переезд в другую страну ради работы или ради статуса. Для кого-то это уход из старой системы и, возможно, работа на удаленке, либо открытие собственного дела, собственного бизнеса. Уран переходит в ваш 12-й сектор гороскопа. 12-й дом отвечает за иммиграцию, вынужденную, изолированные места, закулисье и все, что происходит не на глазах у всех. Уран в 12-м доме дает неожиданные повороты в этих темах. Кто-то из вас может проиграться как резкая вынужденная иммиграция. Обстоятельства складываются так, что вы принимаете решение уехать. Это может быть поездка за границу ради учебы, работа за границей, контракт в другой стране, необходимость сменить страну из-за каких-то внешних обстоятельств или условий. Может появиться новая форма работы за кулисами, то есть в закрытых каких-то структурах, медицинских учреждениях, в изолированных местах. Если в вашей натальной карте Уран управляет, к примеру, 2-м домом финансов, то у вас может неожиданно открыться удаленный заработок, вы можете начать работать онлайн, переход на свободный график, работа через интернет с клиентами из других стран. Уран в 12-м доме часто дает интерес к эзотерике, психологии, астрологии, таро, и многие из вас, раки, могут неожиданно уйти в эти темы и начать обучаться, консультировать, работать с людьми на уровне энергии. Во второй половине следующего года Уран меняет знак, переходит в знак Лев, ваш 2-й дом гороскопа, и начинается расширение финансовой сферы. У многих из вас, раки, будут появляться новые источники дохода, неожиданная прибыль, новые клиенты, большие деньги, работа с более высокой оплатой, предложения, которые реально помогут вам поднять ваш доход в 2-3 раза. Время крупных покупок, вложений в дом, семью, образование, здоровье, в бизнес, могут быть приятные подарки, материальная поддержка. Юпитер во 2-м доме поможет вам выйти на другой уровень дохода, но важно не разбрасываться, а вкладывать деньги в то, что дает долгосрочную опору. Также в 2026 году меняется ось кармических узлов. Узлы затмения будут проходить на оси Лев, Водолей и включат ваш 2-й, 8-й дом гороскопа. Затмения будут поднимать тему ваших личных ресурсов, общих финансов, все, что касается лично ваших заработков, доходов, семьи, возможно, общих финансов, кредитов, долгов, налогов, алиментов, выплат, страховые истории, какие-то наследства, раздел имущества, финансовые договоренности с партнером или с государством. У кого-то из вас может назреть разговор о покупке или продаже жилья, возможно, будет оформление кредита или его закрытие, начнется пересмотр общих финансов, материальных обязательств в паре или в семье. Эта кармическая ось в 2026 году будет учить вас по-новому зарабатывать, по-новому распределять свои финансы и по-новому относиться к чужим деньгам и совместным финансам. В закрепленном комментарии для вашего удобства я оставлю тайм-коды на каждый месяц. Итак, прямо в начале января 2026 года у вас происходит полнолуние в вашем знаке Раки, в вашем 1-м доме гороскопа. Новый год начинается сразу с кульминации личной темы. Полнолуние 3 января в 1-м доме гороскопа принесет вам итог, результат или важную новость, которая касается лично вас, вашей жизни, вашего состояния, ваших целей и того, кем вы становитесь. Это может быть решение по работе, по отношениям, семье, по месту проживания, по документам на ваше имя, которые касаются вас, так как это затрагивает 1-й дом гороскопа.
Может прийти какая-то новость, наконец-то какое-то решение по документам. Полнолуние высветит то, что вы закладывали еще летом 2025 года и покажет, к чему вы пришли. Энергия рака делает этот процесс эмоциональным и очень личным. Вы можете получить новость, которая заденет вас, может прийти какой-то итог в ситуации, которая была подвешена. Возможно, вы ждали какого-то результата, какого-то ответа. Возможно, завершите один какой-то жизненный этап и перейдете в другой, так как полнолуние часто завершает что-то. Неважно, это может быть отношения с подругой, с другом, это может быть завершение этапа на какой-то работе, вы переходите на другую, смена коллектива, должности, все, что касается вас и вашей жизни, то, что для вас важно и в какой теме вы ждали результат и ответ, это все прояснится в начале января. Возможно, это будет же какое-то решение переехать, заключить новый договор аренды, съехать с прошлого места, получить важные документы, наконец-то поставить точку в каких-то отношениях рабочих или личных, или наоборот, возможно, решите перейти на новый уровень. Полнолуние в вашем знаке объединяет 1 и 7 дом гороскопа, поэтому январь может принести события, связанные с вашим партнерством, важный разговор, итог в личных отношениях, прояснение ситуации, решение жить вместе или наоборот, понимание, что дальше вы идете разными путями. Время, когда многое станет ясно, вы увидите, к чему вы пришли, где нужно перестать тянуть все на себе. Полнолуние в вашем знаке даст вам итог и честный разговор с самим собой и покажет, что именно нужно менять и в какой сфере, чтобы вам стало легче. 26 января Нептун переходит в знак Овен и ваш 10-й дом гороскопа. Он останется тут на ближайшие 14 лет. Это не событие одного дня, но с конца января начнет формироваться новое направление вашей карьеры. Нептун в 10-м доме гороскопа сделает вашу профессиональную сферу более мягкой. Вы начнете относиться к своей работе, к своей карьере, к тому, чем вы занимаетесь, более интуитивно. Начнете чувствовать, что вам действительно подходит, чем бы вы вообще хотели заниматься. Многим из вас хочется уйти от каких-то жестких условий, графика, перейти в более какую-то спокойную, эмоционально теплую атмосферу, творческую, более свободный график, возможно. Многие из вас в ближайшие 14 лет, я уверена, увлекутся психологией, духовными практиками, какой-то сферой благотворительности, помощи людям, работа, где есть не просто режим и график, где есть что-то творческое, душевное, то, что вам нравится. И это начало процесса, который будет формироваться годами. В январе вы можете почувствовать первые сигналы, желание сменить работу. Возможно, вы не захотите терпеть то, что больше вам не подходит. Вы захотите увидеть в своей работе больше пользы. Для чего вы это делаете? Для чего вы занимаетесь чем-то? Приносит ли оно пользу другим? Многим из вас Нептун в 10-м доме может дать абсолютно новое направление в сфере эзотерики, творчества, психологии, работы с какими-то энергопрактиками, работы с людьми. Больше тепла в вашей профессии, в вашей сфере и более такой легкий, не изматывающий график. Еще добавлю, что Нептун в 10-м доме гороскопа может давать вам очень хорошую интуицию в вашей профессии, да, чем заниматься, какие контракты подписывать, что брать, какое направление, как идти, как опережать вообще тренды, как находить какие-то классные новые возможности для сотрудничества. Очень хорошо. Нептун в плюсе работает как интуиция, очень сильная. Для тех, кто впервые на канале, я провожу астрологические консультации в PDF-формате. Цены сразу оставляю на экране. Они актуальны с января 2026 года, но в течение года могут меняться, поэтому уточняйте. Пишите мне на электронную почту или в Telegram, Instagram. Ссылки есть в описании канала. Все ссылки. Со временем цены я буду менять. Пока что они символические, но аудитория увеличивается, вас становится больше. У меня уходит очень много силы и энергии на ваши разборы. Если вы хотели давно в себе разобраться, пока что по таким символическим ценам, вы сами знаете, что консультация у астрологов стоит от 100-200 евро. Пока у меня такая аудитория, я для себя решил как можно больше помогать людям за такую символическую цену, поэтому пишите мне на электронную почту для личных консультаций. Можно также разобрать только одну сферу вашей жизни, если для вас это актуально. В начале февраля происходит полнолуние в знаке Лев в вашем 2-м доме гороскопа. Кульминация и итог в теме вашего заработка, ваших доходов, расходов и личной ценности. Вы увидите ясную картину того, сколько вы зарабатываете, на что уходят ваши деньги. Могут приходить какие-то выплаты, премия.
В начале февраля происходит полнолуние в вашем втором доме гороскопа. Это кульминация, итог в теме вашего заработка, ваших доходов, расходов и вашей личной ценности. Вы увидите ясную картину того, сколько вы зарабатываете и на что уходят ваши деньги. Может приходить какая-то новость, которая касается финансов. Выплата, зарплата, прибыль от вашего дела, может быть результат какой-то вашей проделанной работы. В начале февраля происходит полнолуние в вашем втором доме гороскопа. Это кульминация, итог в теме вашего заработка, доходов, расходов и личной ценности. Вы увидите ясную картину того, сколько вы зарабатываете и на что уходят ваши деньги. Может быть новость, которая касается финансов. Придет выплата, зарплата, прибыль от вашего дела, результат какого-то проекта. Возможно, вы поднимете цены, если вы сами на себя работаете, на свои услуги. Может быть возврат долга, компенсация, закрытие кредита. Если вы искали работу, вам может прийти ответ. Может меняться источник дохода. Вы работали в одной компании, уволились, перешли в другую. Или взяли наоборот, может быть, просто нашли подработку, не увольняясь, или параллельно ищете новую работу, которая будет более высокооплачиваемая. Также траты могут быть на рекламу своих услуг, на детей, на какие-то, не знаю, может быть, кружки, нужно будет гаджеты какие-то покупать ребенку. Февраль покажет вам, где вы себя недооцениваете и где вам пора менять свое финансовое поведение, пересматривать свои доходы, свои траты, может быть, отказываться от каких-то лишних трат. Если вы полгода назад запустили свой бизнес или начали вести блог, соцсети, то по этому полнолунию может прийти финансовый итог. Возможно, первая выплата какая-то, либо первая коллаборация, первый заказ, или просто вы увидите вот полгода ваших стараний, к чему они привели. Вы вышли в плюс, минус, стоит вам продолжать дальше или нет заниматься делом, прибыльное оно или нет. 14 февраля Сатурн окончательно переходит в знак Овен, ваш 10-й дом гороскопа, и останется там до апреля 2028 года. Очень важный период ревизии вашей карьеры и вашего статуса. Сатурн в 10-м доме приносит проверку профессионального пути. Он поднимает вопрос ответственности, дисциплина, качество вашей работы, ваших целей. Теперь каждая ваша профессиональная ситуация будет требовать зрелости. И на событийном уровне это может быть, что у вас будут изменения в вашей работе, в вашей должности, в ваших обязанностях, могут быть новые требования от руководства, новое начальство, изменения вообще структуры вашей компании, разговор о повышении. Может быть какое-то давление на работе, которое заставит вас расти профессионально, или наоборот, вы поймете, что прежний путь себя исчерпал, и вы больше не хотите оставаться там, где вам тесно. В ближайшие 2,5 года многие из вас, раки, поменяют место работы, кто-то даже полностью профессию. В личной жизни Сатурн может давать смену статуса. Это официальное решение брака, развода, может быть даже переезд, который поменяет ваше социальное положение. Этот транзит делает вас более зрелым человеком, который должен взять ответственность за свой путь, за себя, за свою карьеру, за свою работу. В мае 2025 года Сатурн впервые посетил 10-й дом гороскопа, и там он мог давать вам первые звоночки, в какой сфере у вас будет происходить в ближайшие годы перемены. Возможно, кто-то из вас в ближайшие 2,5 года получит новое гражданство, ВНЖ, ПМЖ, статус, который официально закреплен на бумаге. Статус родителя тоже может дать Сатурн больше ответственности, вы станете мамой либо отцом. Любой статус, который видят в обществе. То есть статус — это то, как вас видят другие люди, ваше положение. Вы являетесь там, к примеру, начальником, у вас новая должность, или вы стали отцом, или вы стали дедушкой, бабушкой. То есть статус в глазах людей в 2,5 года ближайшие будет меняться. У меня есть отдельное видео про Сатурн в Овне, ссылку оставлю в описании под этим видео. И, скорее всего, в следующем году я запишу новое видео, выложу на канал. Все ссылки актуальные ищите в описании под этим видео. Переходите, смотрите, что вас ждет в ближайшие 2,5 года. Если вы работаете на какой-то должности или давно думали о повышении, очень классный период добиваться своих целей, ставить себе новые цели, новые карьерные какие-то достижения.
потому что для Сатурна 10-й дом гороскопа — это его родной дом гороскопа, и Овен тут может дать вам напор, энергию, может даже сделать вас лидером. То есть вы можете занять какую-то должность в своей работе, высокую, и вести за собой людей. 17 февраля происходит солнечное затмение в знаке Водолей, и оно включает ваш 8-й дом гороскопа. Сфера общих финансов, кредитов, вложений, выплат, финансовых обязательств, совместного бюджета. Затмение всегда приносит судьбоносный разворот. Вы можете обсуждать с партнером, взять крупный кредит, ипотеку, подписывать какие-то важные финансовые документы, думать, куда инвестировать деньги. Возможно, начать закрывать какой-то крупный долг. Получите важный платеж, решите вопрос наследства, оформите поддержку от партнера или государства. Возможно, вы вышли в декретный отпуск и сейчас оформляете выплаты, которые будете получать. Возможно, пересмотр финансовых договоренностей в семье. Вопросы бюджета могут выйти на первый план. Еще также это могут быть какие-то перемены у вашего партнера в финансах. Да? Может, вашего партнера повысили в должности, повысили зарплату, у него какой-то новый способ заработка, и ваш семейный бюджет меняется. Может быть желание освободиться от каких-то чужих обязательств или от ситуации, когда вы тянете все на себе. Вот это затмение показывает, где нужно ставить границы и что пора менять в вашей финансовой модели. Если в каком-то астрологическом событии вам не хватает дополнительных каких-то деталей, не переживайте, я записываю ежемесячные прогнозы, и там более детально разбираю каждую дату. На самые важные события, как затмение или переход планеты в другой знак, я всегда записываю отдельное видео и более подробно рассказываю. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые астропрогнозы. 20 февраля происходит соединение Сатурна и Нептуна в вашем 10-м доме гороскопа. Очень мощный аспект, который запускает долгий цикл в вашей карьере, в вашей работе, в вашем статусе. Пишите, раки, может быть, вы уже планируете в следующем году большие перемены в семье, в работе, в принципе, в вашей жизни. Возможно, вы планируете переезд. Возможно, планируете свадьбу. Пишите, делитесь, какие перемены у вас уже закладываются сейчас, которые вы знаете, что будут происходить в 2026 году. Итак, что может дать вам соединение Сатурна и Нептуна в вашем 10-м секторе гороскопа? Нептун дает вдохновение, желание делать работу, которая откликается по душе. Сатурн дает структуру и ответственность, и вместе они включают профессиональный разворот. Может появиться желание перейти в какую-то мягкую, более творческую сферу. Какое-то предложение вам неожиданно может прийти или идея. Может быть интерес к какой-то сфере, которая помогает людям, в которой есть больше заботы. Может быть психология, духовная какая-то тематика, сфера красоты, творчества, работа с людьми. Аспект создает у вас внутреннее ощущение, что вы готовы к новому направлению, к новой профессии. Даже если событий пока мало, внутри уже зарождается перестройка вашей профессиональной сферы. Февраль у нас самый короткий месяц года, но столько событий в нем происходит в следующем году. 26 февраля Меркурий. Я сказала в следующем году, многие, может быть, смотрят уже в 2026 году. Пишите, когда вы смотрите этот прогноз. С 26 февраля 2026 года Меркурий разворачивается в ретроградное движение в знаке Рыбы в вашем 9-м доме гороскопа. Период пересмотра ваших документов, планов на обучение, поездок, иммиграции, юридических вопросов, в принципе, вопросов, которые связаны с людьми из других стран. Могут быть задержки какие-то, что-то потребует уточнения от вас. Можете возвращаться к теме обучения, к каким-то документам юридическим, нужно будет что-то продлевать, переделывать, доносить какие-то справки, документы. Может быть разговор о вашем переезде или поездка куда-то за границу в отпуск, в те места, где вы уже бывали. Может возвращаться тема оформления виз. Ретроградность дает возможность еще раз проверить важные бумаги и избежать ошибок. У многих из вас это период, когда вы можете поехать за границу к каким-то друзьям, родственникам, или к вам приедут люди, с которыми вы давно не виделись, люди из других стран, может быть больше разговоров с ними, переписок, какие-то встречи случайные. Февраль для вас месяц вообще финансовых решений, профессиональных сдвигов и глубокой ревизии своих целей, своих планов на будущее. Вы начнете смотреть на свою работу, финансы и на то, что для вас действительно важно, совсем под другим углом.
3 марта происходит лунное затмение в Деве в вашем 3-м доме гороскопа и закрывает коридор затмений, который начался с 17 февраля. Это мощная кульминация в теме документов, поездок, общения и всей повседневной вообще суеты. Затмение усиливает обычное полнолуние в несколько раз, поэтому в начале марта могут происходить события, которые вы потом будете вспоминать как поворотные в вашей жизни. Может прийти какая-то важная новость, важное письмо, сообщение, ответ из каких-то инстанций, новости по договору аренды, по работе, по учебе, по вашим документам, возможно, по документам на транспорт или на жилье. Вы можете подписывать или завершать какой-то контракт, договор, менять условия, окончательно решать вопрос по каким-то документальным вопросам, которые долго откладывали. Для кого-то это может быть покупка или продажа транспорта по 3-му дому гороскопа. Дева добавляет сюда практичность, поэтому события будут очень конкретными. Может быть оформление страховки, проверка документов, пересдача экзамена, перерегистрация машины или номеров, получение каких-то справок, получение диплома завершения или сертификата завершения учебы. Может проиграться как короткие поездки к родным, к родственникам, или они к вам приедут. Может быть еще и ремонт машины. Ваш маршрут также может меняться. К примеру, вы добирались на работу одним путем, теперь вы отдали ребенка в школу или в сад, придется менять свой маршрут. И по ретро-меркурию могут быть короткие, частые какие-то поездки по делам, в том числе поездки в те места, где вы уже бывали. Может, какой-то город нужно будет опять съездить, что-то доделать, сделать, или в командировку какую-то. 3-й дом отвечает еще за ближайшее окружение, братьев, сестер, соседей, людей, с которыми вы общаетесь каждый день. И затмение может принести какой-то важный разговор или новость, касающуюся ваших близких. Прояснение может быть старого конфликта, окончательное решение, может быть, не поддерживать какие-то отношения, вы решите, что все там с каким-то соседом или соседкой вы больше не общаетесь или дистанцируетесь, меньше общения. Или наоборот, если у вас была ссора, вы можете восстановить контакт, помириться и по-новому выстроить общение. По ретро-меркурию, тем более он еще ретроградный в начале марта, хорошо мириться. Можете решить, что пора перестать тратить свои силы на лишние разговоры и на людей, которые это не ценят и забирают у вас много энергии. Так как затмение затрагивает ось 3-го и 9-го домов гороскопа, в марте включается тема еще и за границей и дальних дорог. Встреча с людьми из других стран, других культур, национальностей, общение с иностранцами, общение с людьми издалека. Вы можете переписываться с теми, кто живет в другой стране. Может вернуться идея поехать туда, где вы уже бывали, или просто съездить отдохнуть, обновить свои впечатления. Если вы уже находитесь в эмиграции, март может поднять вопросы возвращаться домой или оставаться там. Какие-то документы, возможно, нужно переделать, доделать. В эмиграции какие-то вопросы будут опять, которые вы уже... Что-то, что вы уже делали, опять будут возвращаться эти вопросы. А вы можете обсуждать с семьей, нужно ли ехать куда-то, покупать билеты, менять страну, город, статус. Будут всплывать вопросы по документам, которые касаются вашего проживания за границей. 20 марта Меркурий разворачивается в прямое движение в знаке Рыб в вашем 9-м доме гороскопа. До этого времени в теме учебы за границей, виз, ВНЖ, ПМЖ, судов, официальных бумаг мог быть хаос, задержки, путаница. С разворотом Меркурия в прямое движение уже все начнет проясняться. Постепенно будете выходить из этого тумана, придет более ясное понимание, что вам делать дальше, куда подавать документы, куда переезжать, куда двигаться, какой курс выбирать, какое учебное учреждение, может быть, в какую страну ехать, стоит ли продлевать статус или менять направление. В принципе, февраль и март очень насыщенные месяцы. Я думаю, многие из вас, раки, будут переезжать, менять город, менять страну, делать какие-то документы, которые касаются другой страны, либо просто, возможно, откройте визу, полетите в отпуск на 2-3 недели. На событийном уровне разворот Меркурия в прямое движение может дать вам, наконец, положительный ответ по визе, по какому-то юридическому документу, ВНЖ, согласование поездки, подтверждение брони, покупка билетов, окончательное решение ехать куда-то или нет, особенно в местах, где вы уже бывали и к которым у вас есть привязка. Для кого-то из вас может быть возвращение к идее учиться, возобновление в университете, возможно, запишитесь на какие-то языковые курсы, начнете изучать иностранные языки,
будете сдавать экзамены, какие-то хвосты по обучению. Вообще март для вас месяц, когда вы разбираетесь с дорогами и бумагами, получаете новости и решения по документам, поездкам, учебе, больше общаетесь, ездите, что-то завершаете, подтверждаете, и одновременно постепенно проясняется тема заграницы и миграции. Остаетесь вы там, где вы есть, или дальше едете в другую страну, либо возвращаетесь домой. 2 апреля у вас происходит полнолуние в вашем 4-м доме гороскопа. Это кульминация и итог в теме дома, семьи, места жительства и вашей внутренней опоры. 4-й дом отвечает за жилье, за ваши бытовые условия, отношения с родителями, родом, какая-то тема, которая касается вашей семьи. Полнолуние может принести вам важную новость или решение по вашей квартире, по вашему дому, месту жительства. Можете решить съехаться с партнером, начать жить вместе, переехать куда-то в другое, более комфортное жилье, в другой город, возможно, подписывать договор аренды, закрывать вопрос продажи или покупкой жилья. Может быть, вы решите съехать от родителей или наоборот. Придет новость, что мама к вам приезжает на какое-то время, пожить или кто-то из родственников. Для кого-то из вас, раки, может быть завершение в решении вернуться домой. То есть все, вы решили окончательно, вы возвращаетесь домой, в родной город, в родную страну, или наоборот, разъезжаетесь с кем-то и начинаете жить отдельно. То есть, может быть, ставите точку в отношениях, у вас происходит, к примеру, развод, раздел имущества, и по полнолунию вы понимаете, что вы разъезжаетесь, начинаете жить отдельно. Весы добавляют сюда тему договоренности и баланса, поэтому речь будет идти о совместном проживании, о разделении пространства, обсуждении, кто за что платит, кто за что отвечает. Может быть разговор с партнером о том, как вы живете вместе, перестраивать как-то быт, возможно, будете, кто какую нагрузку несет, кто какие обязанности по дому делает, устраивает ли вас вообще текущий формат отношений и совместного проживания. Полнолуние может дать вопросы, которые касаются вашей семьи, вашей мамы, может быть новость какая-то от вашей мамы, либо поездка к родителям, серьезный разговор в семье, решение, которое связано с ремонтом, переездом, сменой города, района. Может появиться усталость от каких-то старых бытовых условий и желание больше комфорта и гармонии внести в свою жизнь. Полнолуние в весах показывает, где в семье и в доме нарушен баланс, где вы тянете на себя больше, чем готовы. Или наоборот, может вы меньше помогаете там, к примеру, своей жене или своему мужу по дому. Апрель даст вам шанс расставить все по местам, договориться и принять решение, которое сделает вашу жизнь более спокойной. Если вы ждете какие-то документы на место жительства, прописка, регистрация, то по полнолунию вам может прийти новость или ответ. 26 апреля Уран окончательно переходит в Близнецы, ваш 12-й дом гороскопа, и останется там до 2033 года. В апреле вы можете особенно ярко почувствовать первые проявления этого цикла. А еще Уран в прошлом году впервые в июле перешел в знак Близнецы, и там могли быть уже какие-то подсказки, намеки, в какой сфере жизни у вас будут происходить изменения. Уран очень непредсказуемая планета, поэтому предсказать точно, что будет происходить по Урану, невозможно. Но в какой сфере гороскопа будут изменения? 12-й дом связан с закулисной частью вашей жизни, с тем, что скрыто от других глаз. Это ваши внутренние страхи, блоки, подсознательный сценарий. Это тема изоляции, миграции, удаленной работы, закрытых пространств, духовных практик, работы за кулисами. Уран приносит сюда неожиданные, какие-то резкие повороты. На событийном уровне может быть вдруг созреет решение уехать за границу. К примеру, вам предложили какую-то работу неожиданную, и вы туда уезжаете из-за работы. Потом может появиться возможность обучения за границей, предложение какое-то, либо возможность работать удаленно из дома. Не знаю, какая-то профессия, которая там, к примеру, веб-дизайнер или что-то вы монтируете, работаете SMM-специалистом, то есть какая-то специальность, которая связана с новыми технологиями, с интернетом, онлайн-пространством, но она не на виду. Ну вот как я сейчас с вами общаюсь, да, это можно сказать по 12-му дому. У меня, кстати, в натальной карте Уран в 12-м доме находится, а Уран управляет моим первым домом гороскопа, то есть мной. Ну вот как проигрывается Уран в 12-м доме, вот вам пример.
Могут завершаться какие-то ситуации, которые держали вас в состоянии подвешенности или внутреннего напряжения. 12-й дом — это дом завершения, поэтому в любом случае в ближайшие 7 лет завершения у вас будут и в разных темах. Очень важно посмотреть, каким домом гороскопа управляет у вас Уран в вашей натальной карте. Если что, пишите свои данные в комментариях, я посмотрю. Просто уточняйте, какой вопрос вас интересует, асцендент или каким домом управляет у вас Уран в натальной карте. И у меня есть отдельное видео про Уран в Близнецах. Для каждого знака отдельно я расписала. Все ссылки оставлю в описании под этим видео. И по Юпитеру в Раке, по Юпитеру во Льве я запишу отдельное видео в 2026 году. Все ссылки я буду стараться оставлять в описании под этим видео, если не забуду. На событийном уровне еще Уран может дать резкий переезд за границу. То есть, когда обстоятельства так складываются, что нужно переехать, уехать, появится возможность сменить вообще свою сферу деятельности. Могут быть предложения по работе в другой стране или в изолированных местах, к примеру, там работа на круизном лайнере, работа в каком-то отеле, на острове, в ретрите. У вас может быть ощущение, что вы хотите больше времени проводить в одиночестве, уединении, больше отдыхать, заниматься своим внутренним состоянием. Предугадать 100%, как у вас проиграется Уран, как у вас, как у нас всех проиграется Уран, невозможно, потому что это очень резкая, очень нестабильная планета, и она дает, как вам объяснить, очень классно, что она дает возможность вырваться из рутины, что-то поменять, посмотреть по-другому на свою жизнь, на свою работу. То есть она может дать очень классные и неожиданные возможности там, где вы их не ждете. Неожиданные предложения. Кто-то позвонил, что-то сказал, все, вот там есть какая-то вакансия, давай приходи к нам, переходи работать удаленно, вот профессия есть какая-то, давай обучаться этому. В целом я подробнее расскажу в видео про Уран отдельно, ваш знак, но очень интересный вас ждет период. Может быть, кто-то неожиданно, я не знаю, узнает о том, что ждет ребенка, и выйдете в декрет. 12-й дом — это тоже изолированные. Декрет тоже можно считать, да, когда вы больше времени проводите дома, с ребенком, меньше в обществе. В целом апрель для вас месяц, когда одна дверь в буквальном смысле закрывается, вторая может открыться. В новое какое-то внутреннее состояние, в новый формат жизни. Все это начнет проявляться в апреле. Вы будете чувствовать, что вам нужно больше гармонии в быту, больше свободы внутри себя. И вообще очень насыщенная будет весна. События, которые будут происходить в феврале по затмениям, они будут проигрываться еще весной и дальше раскручиваться. Весна будет очень насыщенная у нас на события. Для тех, кто в комментариях спрашивает, сдаю ли я технику чтения или кто за мной гонится, да, за мной кто-то гонится, можете писать комментарии дальше. Я пытаюсь быстрее разговаривать, как можно больше дать вам полезной информации и научитесь пользоваться YouTube. В настройках есть скорость речи, вы можете замедлять, ускорять. У меня свой темп речи, свой стиль подачи. Я собираю свою аудиторию, кому нравится, остаются, кому не нравится, ищут своего астролога и свою подачу. Но если вам нравится просто писать какие-то гадости, то, пожалуйста, добро пожаловать в комментарии. И еще хочу попросить у вас поддержки. Это мой первый годовой прогноз. Ранее я не записывала прогнозы на год. Я совсем недавно начала вести YouTube-канал, поэтому поддержите меня комментарием. Напишите, как вам формат, чего вам не хватает и какие еще прогнозы вы бы хотели видеть на моем канале, кроме ежемесячных гороскопов. 1 мая Раки происходит полнолуние в знаке Скорпион в вашем 5-м доме гороскопа. Это кульминация и итог в теме любви, детей, творчества, удовольствий и личных проектов. 5-й дом отвечает за то, что вам нравится, за романтику, хобби, за самовыражение и тему детей. Скорпион дает глубину всем этим темам, эмоциональный фон, и на событийном уровне может быть какой-то важный поворот в вашей личной жизни, признание в любви, предложение руки и сердца, может быть решающий разговор, понимание, хотите ли вы продолжать отношения или нет, или может быть какие-то важные перемены в ваших отношениях, которые приведут к следующей ступени. Может, съедетесь, начнете жить вместе, или будете поднимать тему ребенка в паре, может быть, планировать беременность. Кто-то узнает по полнолунию о беременности, пишите. У меня еще никто в комментариях не делился, что ждет ребенка или узнал о беременности. Делитесь, пишите. Может появиться какой-то яркий роман, если вы одиноки, который будет быстро набирать обороты.
А для кого-то из вас раки полнолуния подсветит какую-то сложную историю, покажет, что вы устали от качелей и ревности. Кстати, раки, Юпитер же идет по вашему первому дому гороскопу, и очень многие писали, что прошлый транзит Юпитера принес им пополнение в семье. Пишите, как у вас 2025-2026 год, пока Юпитер идет по вашему первому дому гороскопа. Для кого-то это расширение семьи в прямом смысле, что вы стали там мамой или вы стали отцом. Может быть, в вашей семье ваша сестра родила, там у брата появился ребенок, может быть, вы стали дедушкой, бабушкой, в общем, или крестным, крестной. Пишите, делитесь, как у вас проигрывается Юпитер в раке. По полнолунию 1 мая в теме детей может быть еще вопрос, который связан с ребенком, какая-то новость от ребенка. Нужно будет, не знаю, может помогать в конкурсе каком-то, будет участвовать в мероприятии, на соревнованиях, может быть, сдавать экзамен, выступать. Если у вас взрослые дети, могут быть какие-то новости от них, может у них там что-то, какие-то перемены на работе, переезд, перемены в личной жизни. В творческой сфере это полнолуние может завершить какой-то проект, дать выход на публику, первый запуск вашего дела, выход, к примеру, канала, продукта, курса, или вы увидите итог, да, к чему вы пришли, к чему привели ваши старания, если у вас собственный бизнес, да, полнолуние высветит картину, либо даст первую прибыль, либо прибыль от проекта, который вы завершаете. Скорпион приносит честность, поэтому вы увидите реальную картину того, что происходит. 6 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение в Водолее в вашем 8-м доме гороскопа. Это зона общих финансов, чужих ресурсов, кредитов, выплат, налогов, наследства и глубокой психологической трансформации. Плутон не дает события в один день, но в мае вы можете почувствовать, что какие-то финансовые или внутренние темы возвращаются на пересмотр. Это могут быть какие-то старые долги, вопросы по кредиту, может быть, опять придется брать кредит или опять влезать в долги, пересматривать налоги, процентную ставку, выплаты, алименты, какие-то материальные вопросы с бывшими партнерами. На внутреннем каком-то уровне могут подниматься старые страхи, тема контроля, зависимости, желание выйти из финансовых, эмоциональных каких-то отношений. Май может дать вам первые ситуации, когда вы поймете, что нужно менять формат общих финансов и, в принципе, в своей жизни. Может быть, Плутон даст вам завершение какой-то ситуации по 8-му дому или каких-то отношений. Вы выйдете из зависимости, к примеру, как это может проиграться? По развороту Плутона пересмотрите, да, может, вы зависели от мужа, от его финансов, теперь вы уходите на работу. Раньше вы работали, были в декрете, сейчас вы опять возвращаетесь, ходите на работу и выходите из зависимости, да, от мужа финансовой. Начинаете зарабатывать, начинаете приносить деньги в ваш общий бюджет. 31 мая происходит полнолуние в знаке Стрелец в вашем 6-м доме гороскопа. 6-й дом связан с работой, графиком, обязанностями, здоровьем и бытом. Полнолуние приносит итог в этой сфере. Может быть, на работе завершение какого-то проекта, может быть, увольнение, смена графика, коллектива, временный какой-то договор или новый договор вам принесут на переподписание, новые какие-то условия на работе. Вы можете принять решение. Может быть, какая-то новость, к примеру, вам предлагают новую работу, и вы по полнолунию принимаете решение: все, ухожу с этой, перехожу сразу на другую. Либо можете пообщаться с вашим начальством, поменять график, смены, меньше работать или перейти в другой отдел вообще. Будете договариваться о других условиях. Что-то по полнолунию в вашей работе прояснится. Может увеличиться нагрузка, могут появиться новые заказы, новые клиенты. И вы поймете, что вам тяжело выдерживать этот ритм и захотите что-то перестроить в своем графике. Новости будут по работе, по тому, что касается, не знаю, начальства, коллег, что-то будут какие-то перемены у вас в мае, в конце мая. По здоровью полнолуние в Стрельце может высветить тему анализов, обследования. Стрелец связан с ногами, с весом, поэтому могут всплывать вопросы образа жизни, может, нужно больше двигаться, добавить, не знаю, велопрогулки или просто прогулки по вечерам. Вам могут назначить лечение, диету, какие-то физические нагрузки. Вы будете перестраивать и менять режим, потому что полнолуние высветит, что происходит с вашим здоровьем, где слабые места, что нужно менять. В принципе, если вы не работаете еще, для тех, кто не работает, в любом случае что-то в вашем быту, в вашем графике будет меняться.
Вторая половина мая проходит на фоне стеллиума Солнца, Меркурия и Венеры в Близнецах в вашем 12 доме. 12 дом – это завершение, это внутренний мир, это тайные темы, это работа за кулисами, это больницы, изоляции, может быть больничный. Близнецы усиливают тему общения, мыслей, переписок. И в это время, во второй половине мая, очень много может происходить за кулисами. То есть то, что не видят другие люди. Может, вы займетесь чем-то, начнете какие-то тайные отношения. Или наоборот, вы решите, к примеру, познакомить своих родителей с парнем, с девушкой по 12 дому, да? У вас были какие-то тайные отношения, и сейчас они проявятся. Либо какие-то тайны могут всплывать, какие-то интриги на работе. Что-то вы будете в второй половине мая узнавать, так как там 6 дом еще фигурирует. Смотрите, 6 дом и 12 может дать вам еще больничный. Не обязательно, что вы заболеете, просто можете взять больничный, чтобы немножко отдохнуть, выдохнуть и сделать какие-то свои дела. Можете уехать в отпуск, отдых, куда-то на дачу, уединиться, меньше там общаться, переписываться и в рабочих чатах сидеть. На событийном уровне еще может быть оформление каких-то документов, о которых вы пока никому не рассказываете. Переписки какие-то о переезде, подготовка к смене страны или города, какие-то тайные переговоры по работе. Может, вы на собеседование ходите, взяли больничный с одной работы, чтобы пойти на собеседование в другую, и, может быть, там лучшие условия. Какая-то закулисная подготовка проектов, которые никто не видит, но они попозже выйдут, да. Может быть, поездка еще в санаторий, кстати. Очень будьте осторожны в мае с здоровьем, обязательно обследуйтесь. Если какие-то сигналы подает тело, то обязательно сдавайте анализы, ходите к врачам. Может быть, плановое обследование, может быть, плановая операция, если вы планировали. Для кого-то из вас будет глубокое погружение в психологию, астрологию, эзотерику, может быть, курсы по духовным каким-то темам. Вы можете меньше делиться с окружающим своими планами, больше молчать, больше думать, анализировать и отпускать прошлое. В мае, с одной стороны, будут новости, события в личной жизни, по детям, творчеству, работе. А с другой стороны, очень много будет решаться за кулисами и от посторонних глаз подальше. То есть вы будете какие-то решения принимать в своей жизни, о которых пока не хотите рассказывать другим, и это будет правильно. Если у вас какие-то большие грандиозные планы, или, в принципе, неважно, какие-то перемены в вашей жизни, лучше о них в мае не рассказывать никому. Вы будете закрывать какие-то старые истории, готовить почву для перемен, и у вас будут какие-то перемены в вашем графике, режиме дня и в вашей работе. Многие из вас, раки, я думаю, в конце мая решатся на увольнение и смену работы. Весь июнь идет акцент личных планет в знаке Рака в вашем первом доме гороскопа. Это ваш личный Новый год. Солнце, Меркурий, Венера будет проходить по вашему знаку и усиливать, проявлять вас, высвечивать. Вы станете заметнее, эмоциональнее, к вам потянутся люди, вы будете больше думать о себе, о своей внешности, о своем здоровье, о своих целях и планах на будущее. Очень хорошее время заняться собой, обновить свой образ, поменять что-то в своем стиле, пройти обследование и начинать какие-то новые личные проекты. То, что вы запустите в июне, сильно будет влиять на весь последующий год. 29 июня происходит полнолуние в Козероге в вашем 7 доме гороскопа. Это кульминация и итог в теме партнерства и отношений. 7 дом отвечает вообще за брак, за важные союзы, за отношения, за деловых партнеров, за какие-то судебные разбирательства, если для вас это актуально, за клиентов. Полнолуние может принести вам важный разговор с вашим партнером, решение оформить брак, развод, съехаться, начать жить вместе, перейти на другой уровень отношений, предложение руки и сердца, может быть. Для кого-то это будет какая-то важная новость, которая касается вашего партнера. Может быть, у него какие-то перемены, ему предложили, к примеру, новую работу, и вам придется с ним вместе переехать куда-то, или повысили зарплату. Что-то, какие-то важные события в жизни вашего партнера. Может быть, на событийном уровне подписание или завершение какого-то договора, контракта, соглашения, сотрудничества. Козерог добавляет тему ответственности и реальности. Вы ясно увидите, кто рядом с вами действительно по-настоящему серьезно и надолго, а кто нет.
Может быть, вы работали в какой-то фирме, и вам сейчас предлагают контракт продлевать, либо уходить оттуда. То есть могут быть отношения с клиентами. Какой-то важный заказ вы закончите, отдадите по 7-му дому, да? Закончите сотрудничество с этим клиентом. Может быть, окончание судебного процесса, прояснение этой ситуации, какие-то новости в этой теме. Может быть, просто резкий разговор или выяснение отношений в районе полнолуния с вашим партнером. Также 29 июня Меркурий разворачивается в ретроградное движение в вашем знаке Раки, в вашем первом доме гороскопа, и будет ретроградным до 24 июля. Период, когда вы будете много думать о себе, о своих решениях, о своих планах, пересматривать что-то. Будут важные разговоры, договоренности, все это может пересматриваться, переноситься. Вы можете возвращаться к темам, которые уже обсуждали раньше. Возможно, нужно будет опять, к примеру, идти делать фото на паспорт, продлевать его. То, что касается вашей личности, менять фамилию. К примеру, если вы вышли замуж, женились, менять фамилию, или если вы развелись. Можете пересматривать свои, не знаю, соцсети, профиль свой в соцсетях, менять что-то там, переделывать. На внутреннем уровне вы как будто пересматриваете, кто вы сейчас и чего вы хотите, к чему вы пришли. Пересматриваете свои решения. Можете вернуться к старому образу, кстати, к старому образу жизни. Опять, к примеру, не знаю, перекраситься в какой-то цвет. Можете вернуться к какой-то старой привычке. Будете пересматривать, в принципе, свой путь. Может быть, вы начали какой-то личный бренд запустили или проект какой-то, и сейчас будете пересматривать, доделывать, переделывать. Пересматривать можно, но начинать по ретро-меркурию что-то новое с нуля я не рекомендую. Подождите, пока он развернется до конца июля. Хорошо там доделывать, переподписывать, пересматривать, там, я не знаю, ремонтировать, но не стартовать. А вот 30 июня происходит важное астрологическое событие. Юпитер переходит в знак Лев, в ваш второй дом гороскопа. Это очень классно. Юпитер целый год шел по вашему знаку. Юпитер — планета удачи, расширения, роста, расширение кругозора, горизонтов. Вы могли больше путешествовать, в вашей семье могли быть счастливые перемены, могли купить недвижимость, переехать, к примеру, из квартиры в дом, улучшить свое пространство. Пишите, делитесь, что вам принес Юпитер в вашем первом доме гороскопа. Теперь он переходит в зону, которая отвечает за финансы. Это еще лучше. До конца июля 2027 года Юпитер будет приносить вам удачу и расширение в сферу денег. Начинается длинный период, очень классный период, который принесет вам много денег. Июнь может дать вам первые сигналы. Может быть разговор о повышении вашей должности, о повышении зарплаты. Если вы начинали новый проект, к примеру, в мае или в начале года, то могут быть первые новые крупные какие-то клиенты, заказы. Может появиться идея о новом источнике дохода. Юпитер может принести вам более высокооплачиваемую работу, должность или доход от собственного дела, от собственного бизнеса. Вы можете открыть собственный бизнес, начать зарабатывать, работать на себя. Юпитер во Льве дает щедрость. Могут быть крупные покупки, крупные вложения в удовольствие, в детей, в творчество, в путешествия. Вы сможете позволить себе намного больше, но важно не уходить в крайности и помнить о мере. На субъективном уровне вы можете чувствовать в июне, что меняетесь вы сами, и вместе с этим меняются ваши отношения и финансовые планы. Перемены будут грандиозные, возможно, какой-то крупный проект, контракт, новая должность. Финансы будут расти, вы будете меняться. В июне вы это четко почувствуете, несмотря на ретро-меркурий даже. А с июля это все начнет ощущаться более ярко. Конечно, я отдельное видео запишу про Юпитер в знаке Льва, выложу на канал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и более подробно расскажу вам, что он вам принесет. Уже в июне вы начнете думать о том, как зарабатывать намного больше, как зарабатывать комфортнее. Июнь для вас месяц, когда вы много внимания будете уделять себе, своему развитию, своим целям, своей жизни. И через это выстраивать связи с другими людьми, которые помогут вам в будущем увеличить ваш доход.
27 июля лунные узлы окончательно переходят на ось Лев Водолей и останутся там до марта 2028 года. Для вас это включение кармической оси 2 и 8 дома гороскопа, которые отвечают за финансы. В ближайшие 1,5 года тема денег, доходов, расходов, кредитов, общих ресурсов, наследства, алиментов, раздела имущества станет главной линией вашей судьбы. В июле вы уже можете почувствовать первые звоночки, может быть решение, как зарабатывать дальше, может быть новая работа, новая сфера деятельности, как распределять бюджет в семье, что делать с долгами, какие крупные покупки совершать, как вы выходите из финансовой зависимости, могут подниматься вопросы. А 29 июля происходит полнолуние Водолея в вашем 8 доме гороскопа. Вот тут уже вы впервые поймете, какая тема будет в ближайшие 1,5 года актуальна. Это кульминация вот всех процессов финансовых. Может прийти какая-то важная новость по деньгам, которые вы делите с кем-то еще. Выплата, возврат долга, решение банка, разговор о кредите, ипотеке. Точка в теме общей какой-то финансовой истории, можете разъехаться, и все, там у вас уже нет общего бюджета с партнером, или съехать от родителей и стать самостоятельными финансово. Можете закрывать часть долга, часть кредита, или наоборот, у вас будет необходимость одалживать деньги на какие-то свои нужды. Можете окончательно решить разделить финансы с партнером, к примеру, то, что вы заработали, это ваше, то, что он, это его, и там какие-то договоренности новые по финансам будут. Вы увидите, что вы больше не готовы тянуть на себя какие-то чужие обязательства. Полнолуние в 8 доме дает итог и может давать завершение еще и в теме отношений, в теме заработков, общего бюджета, и выходят на поверхность какие-то скрытые финансовые вопросы и заставляют вас смотреть правде в глаза. Может быть, заканчивается какая-то тема наследства, или наоборот, по этим затмениям может открыться новое какое-то судебное дело по алиментам, по разделу имущества, и в ближайшие 1,5 года вы будете заняты этой темой. В конце июля Солнце переходит в знак Лев, ваш 2 дом гороскопа, и еще сильнее подчеркивает и высвечивает тему личных финансов и самооценки. Вы начнете активнее думать о том, сколько вы хотите зарабатывать, на что вы готовы тратить. Могут быть какие-то покупки приятные, могут быть новые идеи заработка, предложения, первые шаги по поднятию цены или смене работы на более выгодную. В общем, многие из вас, раки, в следующем году, хотите вы или нет, будут менять и работу, и профессию, и, в принципе, карьера ваша будет меняться. Июль вообще для вас месяц, когда ось финансов и статуса разворачивается по полной, и вы увидите реальное состояние своих денег, разберетесь с общими финансами и одновременно будете искать более высокий уровень дохода и более вдохновляющий путь в вашей работе и в ваших заработках. 12 августа происходит солнечное затмение в знаке Лев в вашем 2 доме гороскопа. Очень сильный новый старт в теме денег, заработка и вашей личной ценности. Затмение в 2 доме практически всегда приносит изменения в финансовой сфере, в доходах, в расходах. Может появиться новая работа с другой оплатой, новая должность, подработка, новый источник дохода, новый проект, крупный какой-то подарок, крупная трата. Может быть, вы приобретете транспорт, недвижимость. Могут быть крупные расходы на детей, придется что-то покупать детям. Еще это касается каких-то творческих проектов. Вы можете решиться вывести какие-то услуги в публичное поле. Там, к примеру, вы занимались каким-то хобби, картины писали, сумочки сами делали, и вот вы решите наконец-то это выложить в интернет, начать на этом зарабатывать, создать соцсеть, придут первые клиенты, первая прибыль, можете решить поднять цену, если у вас есть собственный бизнес, могут быть траты на бизнес, покупка какого-то оборудования, вложение в рекламу, в какие-то гаджеты. Также это может быть вложение в обучение, которое в дальнейшем даст вам рост дохода. Очень много возможностей, раки, очень большие возможности у вас в 2026 году начать зарабатывать намного больше, увеличить свой доход, увеличить прибыль, получать больше ценных подарков, внимания. Вообще супер год для вас финансово. 28 августа происходит лунное затмение в знаке Рыбы в вашем 9 доме гороскопа. Это кульминация, итог в теме, которая связана с другими людьми,
из-за границы, других стран, с темой миграции, дальних поездок, учебы, юридических вопросов, вообще мировоззрения, все, что связано с другими странами, визами, ПМЖ, гражданством, ВНЖ, учеба за границей, официальные бумаги, все это может дать вам результат по лунному затмению, потому что это финальное затмение в знаке Рыбы. Может быть, кто-то из вас окончательно решит вернуться из эмиграции и закончится этот период. Кто-то, наоборот, наконец-то соберет все документы и уедет жить в другую страну. Возможно, вы познакомились там в интернете с кем-то, у вас завязались отношения, а теперь вы переезжаете к вашему партнеру жить в другую страну. Может быть, защита диплома, сдача важных экзаменов, окончание курса, решение, возможно, преподавать, завести блог, страничку и начать передавать свои знания. Если вы живете за границей, затмение может поднять вопрос, оставаться или возвращаться, будут какие-то документы. Август для вас месяц сильных разворотов по финансам, по теме эмиграции дальних земель. Для кого-то из вас это может быть первое путешествие за границу, выезд в другую страну. Одна линия закрывается, и новый финансовый цикл учит вас по-новому зарабатывать, ценить себя. Другая линия подведет вас к итогу в истории, связанной с эмиграцией, поездками, учебой, юридическими делами. Может быть, вы не могли выехать, у вас какая-то ситуация была с документами, сейчас по лунным узлам может закончиться эта тема, все, вам выдадут разрешение, вам выдадут какую-то визу, вы сможете поехать в другую страну. В начале сентября происходит полнолуние в Овне в вашем 10-м доме гороскопа. Это кульминация в теме карьеры, статуса, профессионального пути и ваших целей. Все, что вы делали с весны, начинает давать вам результат. Вы можете достигнуть своей цели, получить результат в какой-то работе, в каком-то проекте. Может прийти важная новость с работы, решение от руководства, итог по проекту, проверка, оценка вашей работы. Для кого-то из вас это будет повышение в должности, либо повышение зарплаты, для кого-то новый статус в семье, в обществе. К примеру, вы приобрели недвижимость, стали владельцем квартиры. Это ваш новый статус на бумаге. Вы получили, не знаю, вы прошли обучение, получили повышение квалификации, у вас есть подтверждение, диплом, сертификат, у вас уже новый статус, вы специалист в какой-то новой сфере, другой сфере. Может быть момент очень важный по статусу в вашей семье. Вы можете заключить брак, и уже вы не парень и девушка, вы муж и жена, ваш статус поменялся. Овен добавляет огонь, инициативу и резкость, поэтому могут быть очень активные разговоры. Осторожно, чтобы не было конфликтов с начальством, с госструктурами, с людьми, которые выше по статусу, потому что Овен может давать такие события. Могут быть какие-то напряженные разговоры с отцом, либо с мужем, какая-то фигура, которая старше вас или более авторитетная. Может наконец-то проясниться ваш статус, ВНЖ, ПМЖ, может быть гражданство новое вы получаете. 10-й дом еще госструктуры, поэтому могут быть новости какие-то или ответы от инстанций, от госструктур. Сентябрь покажет вам, куда вы движетесь по своей карьерной лестнице, готовы ли поднимать свою планку, готовы ли идти дальше, готовы ли менять свой путь, с кем вы вообще дальше идете. Месяц может быть эмоционально непростым, но он даст вам картину вашей реальности. Вы увидите, что вы уже переросли, какой круг общения, может, вы переросли, работу, какую вы переросли. Жизнь покажет вам, куда вам двигаться дальше, где вы застряли. С 3 октября по 13 ноября Венера будет идти в ретро-движении в Скорпионе и Весах, затрагивая ваш 5-й и 4-й дом гороскопа. В первую очередь поднимается тема любви, романтики, отношений, творчества, детей, удовольствий. Могут возвращаться бывшие, могут срываться какие-то тайные треугольники, если для вас это актуально. Может выясниться, что вы начали встречаться или общаться с кем-то, а там человек не свободен в отношениях или еще кто-то есть. Могут возвращаться какие-то старые романтические истории. Вы можете снова начать общаться с человеком, которому уже были чувства. Для кого-то из вас будет возврат к незавершенному разговору в отношениях. Если вы уже находитесь в отношениях, то будет какой-то пересмотр, разговор серьезный, пересмотр вообще формата любви и отношений. Венера в Скорпионе поднимает очень сильные эмоции, ревность, привязанность, контроль. Поэтому в октябре вы можете очень остро чувствовать, кто вам по душе, кто нет, и могут быть выяснения отношений на повышенных тонах. В теме детей могут быть разговоры о школе, кружках, занятиях, тратах, ответственности. Будете опять возвращаться к каким-то вопросам, которые вы уже, что-то, что вы уже делали, да, связанное с ребенком.
Можете возвращаться к творческому проекту, который вы откладывали, или к хобби, которое приносило вам радость. Если у вас есть собственный бизнес, может быть меньше клиентов, либо возврат старых клиентов, да, какие-то путаницы, задержки. Когда Венера перейдет в знак Весы, сильнее уже включится 4-й дом гороскопа, и внимание перейдет на дом и семью. Могут быть не знаю, какие-то поломки в доме, нужно будет опять какую-то технику покупать, тратиться. Возможно, вы работаете из дома, тогда к вам тоже вернутся какие-то старые клиенты. Могут возвращаться разговор о жилье, ремонте, переезде, совместном проживании. Может быть, вы каждый год меняете аренду жилья, переезжаете куда-то, и опять этот вопрос переезда будет по ретро-Венере. Могут всплывать старые обиды в семье, конфликты. По ретро-Венере хорошо мириться с кем-то, к примеру, с мамой, с сестрой. Неважно, если у вас были какие-то ссоры, по ретро-Венере можете мириться, если вы готовы проговаривать честно все обиды. Можете вернуться в родительский дом, или мама к вам приедет, какие-то опять дела, связанные с ней, или новости. В общем, траты в этот период ретро-Венеры могут быть на семью, детей, отдых, отпуск, удовольствие. Может быть, если у вас собственный бизнес или вы работаете из дома, может быть такое, что в этот период ретро-Венеры доход немножко упадет, станет меньше. С 24 октября по 13 ноября еще и Меркурий будет ретроградным в Скорпионе в 5-м доме гороскопа и усилит возврат в прошлое, тему любви, детей. Можете случайно встречать людей из прошлого, или там кто-то вам напишет, позвонит. Могут всплывать какие-то старые фотографии, я не знаю, чувства, переписки, возвращаться незаконченные разговоры с партнером. Могут переноситься встречи, мероприятия, свидания. Не знаю, к примеру, вы там куда-то летите в отпуск, там могут быть какие-то несостыковки, перенесли рейс, задержали рейс, что-то не тот отель, не тот номер вам дали. По ретро-Меркурию могут быть разные такие ситуации в отпуске, на отдыхе. 25 октября происходит полнолуние в Тельце в вашем 11-м доме гороскопа, и это кульминация в теме друзей, окружения, коллективов, команд, ваших долгосрочных планов. Полнолуние может принести завершение какой-то дружбы, важную новость или события, связанные с друзьями, встреча, разговор. Может быть какое-то событие у вашего друга или подруги, к примеру, там они женятся, выходят замуж, переезжают куда-то. Вы можете окончательно выйти из какого-то чата или коллектива, будут перемены в коллективе, кто-то уйдет, кто-то новый придет. Телец добавляет материальную тему, поэтому через друзей и связи может приходить какое-то финансовое предложение. Может, вам друг или подруга предложит новую работу, новую должность, что-то интересное, вместе какой-то бизнес создать, совместный проект, идея заработка, поддержка, а может просто подарок от друга, от подруги. Октябрь для вас месяц, когда вы много будете возвращаться к прошлому, к прошлым темам, будут появляться люди из прошлого. Вы будете пересматривать, что вам действительно нужно, с кем вам по пути, какие отношения стоит сохранять, развивать, какие завершать. Параллельно будет начать вырисовываться новые финансовые и социальные опоры, которые помогут вам в будущем чувствовать себя более уверенно и спокойно. В ноябре происходит полнолуние в Близнецах в вашем 12-м доме гороскопа. Могут всплывать какие-то тайны. Как полнолуние происходит в Близнецах, это может быть какой-то звонок, письмо, сообщение, может вам кто-то что-то расскажет. По 12-м дому может, к примеру, прийти какой-то штраф, о котором вы не знали, придется оплачивать. И 12-й дом отвечает за внутреннее состояние подсознания, тайные истории, миграцию, изоляцию, больницы, какие-то закрытые учреждения, работу за кулисами. И полнолуние может принести завершение какого-то изолированного этапа. К примеру, вы находились в больнице, лечились, у вас была плановая операция. Полнолуние может дать завершение этой истории, или вы завершаете работу в каком-то изолированном месте, если вы работали в медицинском учреждении, в отеле, где-то на острове. Заканчивается эта изоляция. Для кого-то из вас это конец периода какой-то сильной тревоги, бессонницы, внутреннего напряжения. Может быть, завершение какой-то тайной истории, тайных отношений, о которых вы не рассказывали. Завершение лечения, завершение декретного отпуска, к примеру, вы уходите на работу. Близнецы добавляют в эту тему общение и информация, поэтому полнолуние может проявиться через важный разговор, который все ставит на свои места. Раскрытие правды, новость какой может быть издалека или от людей, с которыми вы давно не общались. 12-й дом — это дом завершения, поэтому какая-то история
ноябре будет завершаться. Либо вы уходите из какой-то работы, из каких-то отношений, завершаете историю дружбы, завершаете какой-то проект. В декабре происходит полнолуние в Раке в вашем первом доме гороскопа, в вашем знаке. Очень сильная личная кульминация, итог всего года. Полнолуние в первом доме подчеркивает все, что касается вас, вашего состояния, ваших решений, внешних, внутренних, ваш образ, то, как вы живете, куда вы идете. В этот период может прийти новость или событие, которое напрямую касается вас. Важный разговор в отношениях или важный этап, решение о переезде, подписание или завершение договора, контракта, перемены важные в семье, понимание, что с каким-то этапом жизни вы уже прощаетесь, может быть, окончание каких-то отношений. Раки, вы очень чувствительные, эмоциональные, особенно к полнолунию, потому что Луна — ваша планета-управитель. К любым лунным фазам вы очень чувствительны, поэтому эмоции могут зашкаливать, эмоции могут быть яркими, но вместе с этим придет понимание, что для вас важно и что вы больше не готовы тянуть. Для кого-то это счастливое событие в семье, радостное, для кого-то это завершение какой-то истории эмоционально. Ось 1-7 дома подчеркивает тему отношений. В конце года вы можете ясно увидеть, с кем вы находитесь рядом, кто вас поддерживает, какие связи уже себя исчерпали. Может быть, решение жить вместе, съехаться или наоборот разъехаться, решение о разводе, решение о браке. Для кого-то из вас, раки, может быть актуальна тема семьи, дома, родины, места, где вы живете. Это все может выйти на первый план. Какие-то важные решения вы будете принимать в декабре. Можете окончательно решить вообще, где вы хотите жить в следующем году и с кем. Декабрь для вас месяц, когда вы собираете урожай всего 2026 года, видите итоги ваших решений, к чему они привели, определяете опору в своей жизни и в работе, и в финансах, четко видите, кем вы стали, кто вы сейчас и с чем вы хотите войти в новый цикл своей жизни. Время, когда внутренне что-то уходит и рождается новое, выходит на первый план, новые цели, новые мечты, новая реальность и готовность жить по другим правилам. Главная тема года для вас, раки, это деньги и все, что с ними связано. Вы будете по-новому зарабатывать, тратить, считать. У многих из вас появится новая работа, подработка, вырастут доходы. Получится так, что наконец-то вы выбрались из постоянных долгов, вы нашли свою какую-то финансовую опору, начали больше зарабатывать, чувствовать себя увереннее, свободнее в финансах. Параллельно могут подниматься вопросы общих ресурсов, совместного бюджета, каких-то крупных покупок. В течение года вы четко увидите, на что вы реально можете опираться, где вы живете непосредством и тянете чужие обязательства. Год будет учить вас ценить свой труд и не соглашаться на работу за копейки. В работе и статусе год очень судьбоносный и будет приносить вам много изменений. Будут новые обязанности, новая должность, возможно, новые начальства, новая сфера деятельности. На работе будут больше у вас спрашивать за результат. Могут быть проверки, какие-то жесткие разговоры с руководством, ощущение, что на вас все смотрят, вас все оценивают. Возможно, такое, что вы получите более высокую должность, и обязанностей станет больше у вас. Параллельно будет идти внутренняя перестройка, будут уходить старые страхи, привязанности, завершаться какие-то отношения, могут неожиданно обрываться связи, изматывающие истории, появится интерес к психологии, духовным практикам, к теме здоровья, нервной системы, йога, возможно, какие-то практики по энергии. Вам захочется больше тишины, уединения, смены окружения. Для кого-то это будет год переезда в новое место, в новый город, в новую страну, поэтому и окружение у вас сменится, и работа, и финансы. В целом 2026 год для вас про то, чтобы встать на ноги по-настоящему, укрепить свои финансы, найти свое место в работе, в карьере, в профессии, найти себя, реализовать себя. Если вы готовы честно смотреть на свою жизнь, принимать решения и не цепляться за прошлое, то год сыграет вам на руку, поможет вам выйти на более достойный уровень оплаты, выбрать более правильную для вас профессию и почувствовать себя увереннее и спокойнее. Поддержите меня, пожалуйста, комментарием, лайком, подписывайтесь на канал. Желаю вам удачного и счастливого 2026 года, дорогие раки!